Всем привет, друзья! Сегодня я покажу простой и надежный способ создания чудесного пушистого коврика из старых джинсов и 3 мотков пряжи. У меня вот такая пряжа 200 метров в мотке, 100% акрил. Я выбрала 3 цвета: белый, серый и бирюзовый. Итак, приступим. Для начала нам понадобится отрезать штанины. Отрезаем штанины максимально возможной длины. У меня это 65 сантиметров. Готово. И далее разрезаем штанины по внутреннему шву и вырезаем этот шов. Готово. У нас получилось вот такое полотно. Сложим его пополам, вот таким образом, и выровняем по ширине. У меня это будет 24 сантиметра. И срежем лишнее. Готово. И у нас получился вот такой прямоугольник. Все расправляем и отглаживаем. Также я распорола низ штанин, чтобы удлинить коврик. И все то же самое сделала со второй штаниной. Далее складываем лицом к лицу 2 получившиеся детали и сшиваем по всему периметру, оставляя сантиметров 10 для выворачивания. Сшиваем на 1 сантиметр от края. Готово. Вывернем получившуюся деталь, но перед этим высечем уголки. Готово. Все тщательно вывернем, все уголки и отгладим. Далее зашьем оставшуюся дырку от выворачивания вот таким образом. Скрепляем по периметру нашу деталь и прострачиваем на пол сантиметра от края по всему периметру. Готово. Дырка зашита, и мы отстрочили низ коврика. Подложка для коврика получилась достаточно прочной и плотной. Далее начертим косые линии через каждые 2 сантиметра. Я делаю это на ширину линейки. У меня как раз она 2 сантиметра. Готово. Мы полностью расчертили подложку и пока отложим ее в сторону. Далее займемся пряжей. Я начну с бирюзовой. Нам понадобится широкая линейка шириной 4-5 сантиметров, малярный скотч не толстый и вот такой хозяйственный шнур, чтобы он был гладкий и достаточно толстый, необходимо. Вот так прикладываю шнур к линейке и начинаю обматывать пряжей. Обязательно вот так сдвигаем, чтобы плотненько пряжа друг к другу прилегала. Итак, наша первая полоска готова. Отрезаем нить. Вот так получилось. И с той стороны, где у нас нет шнура, мы приклеиваем малярный скотч на всю длину полоски. Немного прихлопываем и прижимаем скотч к пряже.
Далее убираем шнур, так как он гладкий, он легко снимается. И затем снимаем эту полоску пряжи с линейки. За счет того, что у нас был шнур, полоска снимается легко, она не слишком плотно прижимается к линейке. Вот что получилось. Пряжа не рассыпается, малярный скотч ее удерживает. Вот такая полоска получилась. Я полностью использовала 3 мотка для создания этих полосок. Вот посмотрите, какие они прочные. Я их передвигаю спокойно, с ними работаю, они не рассыпаются. Итак, вернемся к нашей подложке, которую мы расчертили по 2 сантиметра. И наши готовые полоски мы будем прикладывать посередине к каждой прочерченной линии. Если необходимо, отрезаем лишнее, прикалываю булавками. И будем прошивать ровно посередине нашей полоски. Я приколю сразу 2 отрезка бирюзовой пряжи. И, как я уже говорила, прошьем ровно посередине полоски. Длину стежка я выставляю маленькой, у меня это 7. Готово. Далее нам необходимо будет убрать скотч от пряжи. Готово. И далее разрезаем пряжу с 2 сторон вот таким образом. Готово. Итак, третью полоску я буду пришивать белую, 1 штуку. Также отрезаем лишнее и прошиваем на машинке. Готово. Также можно сначала разрезать пряжу, а потом снять скотч. Это кому как удобно. Мне оказалось удобнее первым способом: сначала снять скотч, а потом разрезать пряжу. Готово. Третья полоска у нас готова. 4 и 5 у меня будут серые. Отодвигаем ворс от предыдущей полоски и прикладываем следующую. И пришиваем ее таким же образом, как и предыдущие цвета. Готово. Первая серая полоска и вторая.
Итак, у меня начинает уже складываться рисунок коврика. Как вы поняли, мы будем чередовать 2 бирюзовых с белой, с 2 серыми и с одной опять белой. Посмотрите, как плотно и как прочно пришивается ворс к основе. Ворс получается не слишком высоким, 2 сантиметра, но очень плотным и пушистым. Итак, наш коврик из старых джинсов и 3 мотков пряжи полностью готов. Посмотрите, какая красота получилась. Насколько аккуратный, симпатичный, яркий коврик получился. Он очень приятный на ощупь и при этом прочный и долговечный. Ворс пришит очень-очень прочно. Его можно вытряхивать и стирать в стиральной машине. Ну а сочетание цветов просто радует глаз. Коврик получился очень мягким, уютным и теплым. И это оценил наш кот. Также этот коврик прекрасно подойдет для душа или туалетной комнаты. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч! Шейте и носите с удовольствием!